Передний он стрелял в какой-то руке. Ты передний начал убивать. Я Кебиса сразу саппортить начал, типа ему дал хедшот и делал. Только ты видел? Нет. Мы типа вот тут в будке. Ты сейчас справа видишь за будкой, да? Нет, это слишком позже будет. Это я типа захочу запушить. А когда ты сказал Трейси, типа, отойдите, закрывшись от крыши, это нельзя было сделать? Когда я уже сдох, потом? Я не помню, Это может потом быть, было, да. Там нельзя открыть. Приехали мы 17 числа для буткемпа перед квалификациями на PGS. Вот, первая часть у нас в Киеве буткемпа, вторая часть будет в Берлине. На буткемпе сыгрываемся, разбираем какие-то моменты, чтобы отобраться на турнир, на мажор. Ну, меня изначально позвал Сеня, он мне позвонил, говорит: «Привет, ты в Нави?» Я такой, чего, не поверил сначала, ведь. Но он рассказал, что они убирают двоих, потому что не могут типа дальше продолжать вместе играть. И вот он сказал то, что мы в Джокер сыграли, ну я, Тап и Сеня, мы вместе в Джокер сыграли. Он говорит: я знаю, какие вы люди, я знаю, что вы можете, я вот хочу с вами играть. Ты, с одной стороны, понимаешь, что ты вроде как достиг чего, ты уже как умеешь вроде как в игру играть, и тебя позвали в хорошую команду, а с другой стороны, ты всегда там видел это составы на крутых турнирах, там, как они поднимают кубки, и немного такой диссонанс есть. Но в целом эмоции, они положительные и так больше будоражат то, что представляешь это так. В команде никогда с ними раньше не играл. Охарактеризовать я могу их как работоспособные, молодые люди. Ну, общий язык, я думаю, изначально был найден, потому что мы опять же мы играли раньше в Джокерс вместе. Вот, а с Бестолочем тоже мы там все общались, то есть мы все друг друга знаем хорошо, поэтому то есть мы только над игрой сейчас работаем. Я знаю этих людей давно, ну то есть когда было нужно найти новых игроков в состав, я думал, кого можно взять. Во-первых, они более доступны из-за того, что у них не было команды, либо было просто их достать из-за контрактов, которые заканчивались. Ну и потому что другие команды, скорее всего, не отдали бы тех игроков, которые мне нужны. Вот, поэтому здесь все в сумме сработало. Ну и потому что я знаю этих людей, я с ними играл, и я знаю, что от них ожидать. В СНГ больше нету таких игроков, которые, во-первых, свободны, во-вторых, на которых я и Сеня точно можем положиться, то, что они будут работать, а не просто слакать время. И, наверное, все. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you missed your ride? Как я попал в PUBG, по факту через постель, нормальным термином, потому что с Сеней и с Бестолочем мы играли года полтора, наверное, с одним из них полтора, со вторым год в танках в последних сезонах Wargaming League, до того, как Киберспорт там закрыли. Собственно, это был бэкграунд, когда Сеня познакомился с Бестолочем, с тем, какой у меня подход в роли менеджера тогда я исполнял. Я был и игроком, и менеджером, соответственно, следил за командой, как она должна собираться, и остальная подготовка. И это то, что оказалось не хватало команде PUBG Na'Vi по поводу состава в прошлом году. И то, что они захотели сделать в этом новом. И, я так понимаю, уже Фейзы и другие некоторые команды топовые использовали эту историю. Взяли тренера, опять же, повысить дисциплину, показать пацанам другой вид на какие-то вещи, которые они не замечают сами за собой, чтобы улучшить игру, опять же, получить какой-то финальный результат, естественно. Тренер больше не для того, чтобы помочь мне в плане игры, в плане стратегии, в плане всего такого. Тренер для того, чтобы работать с нами как с людьми в первую очередь, для всего, что вне игры. Тренер у нас в основном по дисциплине, то есть он следит за тем, чтобы все проснулись вовремя, все покушали вовремя, все сели за компьютеры вовремя. Вот. А у нас уже как 4 игрока, и неважно, там, кто капитан, мы все за этим следим, потому что
Это важно, когда ты соблюдаешь режим на длительной, получается, дистанции, то это выльется в какой-то положительный результат. А если он у тебя будет скакать просто, то, скорее всего, ты не сможешь прийти в той форме, к которой ты готовился к турниру, который у тебя будет, там, условно, через 3 недели, да, или там через месяц. А так у нас именно обязанности, в принципе, никак там не могу так сказать, что там кто-то лидер, не лидер, просто из-за того, что все равны, все друг к другу с уважением относятся друг к другу, и, в общем, так и живем. Как все знают, Кусок до этого момента не был в киберспортивном PUBG, и он нам не помогает в тактиках, в индивидуальной игре. Ну, он пытается помочь в индивидуалке как-то, как себя подготовить, но по тактикам он ничего не подсказывает. Он больше как моральный наставник, он следит за дисциплиной нашей во время игры, во время обычной жизни, и этого хватает. Мои задачи в команде в основном это внести логику, профессиональный подход везде, начиная с того, когда мы спим, сколько мы спим, когда мы едим, что мы кушаем, доходя до того, что мы сейчас ходим, стараемся заниматься в зал ходить или плавать, когда мы дома, кому как удобно, когда мы сейчас на буткемпе, мы, например, командой ходим каждый день в зал, пока что эти ближайшие дни, не знаю, как пойдет дальше по расписанию. По поводу конкретно моей задачи внутри игры, не нужно разбираться в дисциплине для того, чтобы находить ошибки игроков в коммуникации друг с другом. То есть можно любому человеку, который готов просто разобрать любые проблемы, прийти в любую новую дисциплину, сесть, послушать команду, и на простых примерах, когда они хотят кого-нибудь убить, запушить, переехать в другой кемп, и они друг с другом не разговаривают, эту ошибку можно вычленить, рассказать об этом пацанам, они об этом будут потом думать и исправлять, и мне не нужно знать эту игру. Соответственно, то есть я не лезу в механику пока что, то есть я пока наблюдаю, смотрю, учусь именно в механических действиях, где я еще не разбираюсь, наверное, больше даже в тактических. А по механике уже много тоже, где подсказывал какие-то идеи, предлагал, где у них были дырочки, и можно было их закрыть. Окей. Спину смотрите. Спину могут да, быть? Хата не взорвалась. Тап, левее. Хорошо. Могу поднять его? Да, ползи просто до конца, до забора. Он лежал, он какой-то, я не знаю. У вас еще слева будет его тиммейт. Еще спускается там. Прям Вам нужно трусики убивать они. ее. Все, он вот здесь будет, второй тур. Вам нужно подняться и там вдвоем сыграть. Мы 4-4, я тебе дам спасибо. Нет, сыграйте туда, право. Куда тебя? Ну, прям в упоре был. Пойми вот так, мне кажется. Это для всех, да, игроков? Да, это мы делаем джерси, как турнир специальный. О, с первого раза! С первого раза. Она меньше. А, нет, она больше. Нет, это больше. Не, худи ногти. Худи больше. Почему были изменения, я слышал какие-то куски информации, но это нельзя сказать, что отсутствие тренера – это основная причина изменений в прошлом составе. У нас был хороший состав, вот именно если брать игроков и то, как мы играли. У нас был хороший состав и результаты, в топе. Там без первых мест, но в топе. Это был хороший, стабильный результат, но видение дальше команды, которая должна быть вот после этих результатов, оно разошлось. У меня там и вот у Бестолоча оно одно, у других двух ребят оно осталось другое. И поэтому пришлось поменять состав. Потому что мы не могли играть дальше так же вчетвером. Во время PGC я понял, что нужны будут замены в любом случае. Подход был другой, я не знаю конкретно атмосферы в команде, как было до, поэтому я знаю, что есть сейчас. Капитан и клуб захотели, чтобы было по-другому. Как-то вот так вот. Соответственно, значит, это изменения потребовались. То есть, если бы мы играли дальше вчетвером, и скажу со своей стороны, скорее всего, мы бы не смогли достичь топ-1. Мы бы также были стабильно в топе как команда, но меня это не устраивало бы.
Мы просыпаемся в промежутке от 9 до 10. Затем у нас сразу идет завтрак. Ходим через день в зал. Вот это в промежутке через день мы ходим в бассейн просто, тоже вместе. Потом приходим с бассейна, начинается уже обед. Пообедали, и начинаются уже тренировки, соответственно. Лично я с Табом хожу в зал, чтобы похудеть, соответственно, а он чтобы подкачаться. И просто парни тоже захотели, и все. Как раз здесь уже вступает тренер, он следит не за тем, чтобы мы 24/7 не сидели у компьютера, и, собственно, нас вытаскивает из-за него. Там иногда можем поиграть в настольный теннис, съездить в зал, поплавать в бассейне и так далее. То есть в любом случае отходим от компьютера и делаем что-то другое, там проветриваемся. Вот с 3 до 8 можно просто индивидуально заниматься, а дальше с 8 до полуночи начинаются праки. Ну, индивидуально понятно, это каждый игрок будет тренироваться, чтобы быть на тир-1 уровне, чтобы ты мог хотя бы условно просто перестрелять любого другого человека в игре. А командно, тоже, потому что 2 новых игрока, ты должен объяснить им, во что ты играешь. Они должны понимать тебя и как капитана, там, и как действия в игре там, и так далее, что, куда, как. Просто нужно время. Всем привет! Мы находимся на буткемпе в Киеве, и сейчас у нас выдался свободный вечер, где мы решили воспользоваться этой возможностью и приехать в Нави бар. Из команды у нас ни одного игрока здесь не было, в том числе наш менеджер Лера здесь тоже не была, поэтому мы и покушали, совместили приятное с полезным, и полюбовались. В общем, здесь достаточно круто и атмосферно. Я первый раз в таком заведении нахожусь. Для геймеров не так, чтобы много заведений делают в целом. Я люблю все, что связано с Нави, и поэтому это место для меня, такое прям очень классной атмосферой. Мне кажется, тут очень здорово. Если бы я училась там в школе или, не знаю, после работы сюда приходить, мне кажется, очень здорово. Тут можно поиграть, тут куча всяких интересных вещей. Вот, и забавно называется блюдо в меню, так что очень классно. Для тебя идеальный свободный день, выходной день? Что ты любишь делать, что ты любишь поесть? Поесть? Жрать. Вообще, что свободный ты день, значит, идеальный. Пойти в зальчик и съесть все, что угодно. Не знаю. Но сначала пойти в зал. Сначала пойти в зал. Все, это хорошо. Сначала пойти в зал, все. Я закончу. А в зал на сколько? На 20 минут? Не, минут на... А жрать на 5 90? Нет, больше. Минут на 120. А если зал, хорошо. что ты делаешь в зале? Ем. Ешь в зале? Да, батончики, знаете? Зал, банкетный зал там. Это нижний блок. Вот так нижний блок. Просто зажать эту фигню. Можно разные причины неудачно ходить. Обычно говорят то, что это первый турнир, мы только собрались, еще не сыгрались, вот. Отчасти это так, да, но, не знаю, можно разные причины находить. И то, что это первый турнир, то, что мы там буквально 2 недели назад собрались, ничего не успели сыграться, это повлияло, конечно, на результат. Опять же, мы еще какой-то тренировочный процесс тоже вот только на буткемпе нашли, как лучше тренироваться. Это был первый турнир этого состава, и, соответственно, был у ребят большой промежуток между соревновательными играми. Из-за этого люди боялись делать какие-то вещи, они боялись совершить ошибку, и тем самым они совершали еще большую ошибку. И просто по ходу турнира было видно то, что на 3-й день мы уже играли плюс-минус адекватно, и то, что ребята уже набрали адекватную форму под конец турнира. Команда играет
в районе 2 месяцев вместе, после январских праздников начав. Приносит ли это результаты? Долгосрочные приносят, а краткосрочные результаты, возможно, даже наносят вред. Потому что мой подход очень сильно давит на игроков, особенно незнакомых с таким фактом, очень дисциплинированным форматом, поэтому люди начинают сильно беспокоиться из-за этого. Иногда, как раз сейчас наш недавний разговор был, что излишний контроль для парней в киберспорте — это недостаточно привычная история, и из-за этого это может влиять на эту игру, и можно сказать, что одна из причин нашего поражения на JLL в формате, что мы не прошли проквалификации, это мое наличие в команде, потому что я пришел, и они не могли готовиться так, как они привыкли в предыдущие 1,5 года там, в дисциплине. Ну, каждый из них там 1,5-2 года в дисциплине играет. И подход был перестроен. Соответственно, когда подход перестроен, ты можешь проанализировать, что в идеале это должно давать на долгую дистанцию хорошие результаты, а краткосрочно мы получили негатив. Ну, не до конца доволен, потому что можно было лучше играть уже на данный момент. То есть мы играем не на то, что я надеялся изначально. То есть спустя месяц мы могли как минимум отобраться на ГЛЛ. То есть у нас хватало сил, я считаю. Но тут много факторов, опять же, играют. И у ребят, и... по сути, на свой уровень играет только Бестолочь в данный момент. Я не играю, потому что я не в форме до сих пор, в той, в которой могу быть. Но мне просто нужно набрать ее. И, ребятам тоже, соответственно. Нужно просто к нам привыкнуть и набирать свою форму. Я, кстати, играю меньше всех, скорее всего. Но просто это у тебя в голове все происходит. Как ты себя настроишь, как ты себя ведешь и все такое. Я вижу потенциал, но для этого нужно, чтобы очень много всего сошлось и в них самих, и в нас с Бестолочем, и в тренере, и так далее. Во всем этом, чтобы все начало работать как одно целое. То есть это может произойти, я не знаю, могло произойти сразу на первом турнире, может произойти на втором, на третьем и так далее. Мы не знаем пока, как это будет. Но мы должны сделать все для этого. Хочется просто на LAN уже, потому что, когда ты прошлый год ездил, то есть ты был дома меньше времени, чем на ланах, то здесь просто хочется продолжать. Но из-за того, что поменялась система турниров, теперь у каждой команды есть возможность не отобраться, допустим, на турнир, даже у сильных. И поэтому, хотим просто приехать и поиграть уже в игру на лане вместе, показать что-то достойное более-менее. Глядя на все 24 команды, то я вижу себя в 6. Точно. Себя или... Нашу команду я вижу в 6, да, что-то не то сказал. Если бы я не верил в этот состав, я бы не был в нем, и все. Откуда появился ник? Это, наверное, самый стандартный вопрос, который мне задают все люди из киберспорта. Коротко, но не коротко. Еще в колледже на 1 курсе, играя в какие-то игры, по-моему, даже в КС мы играли как командой на классе информатики. Кто-то взял никнейм кусок чего-то, кто-то взял никнейм кусок кошки, кто-то кусок собаки. Я это добавил, опять же, мы просто прикалывались с похожими никнеймами. Я, опять же, взял этот, часть кусок и добавил просто свою любимую породу собак, овчарки, потому что у меня в детстве были 2 овчарки. Отсюда появилось у меня этот никнейм уже, получается, 16 лет. С 14 лет моих, мне сейчас 30, 16 лет я пользуюсь только этим никнеймом. Я горжусь своим никнеймом, я его с каждым годом начинаю больше любить, потому что он настолько узнаваемый. То есть люди, которые меня не знают в КС, в Доте и так далее, но которые хоть раз, например, на Cybersport.ru видели новость про этих в киберспорте своем, которые копаются, потом запоминали и встречались на LAN-финале со мной. Вот этого помню. Остальных в танках не помню, а его помню.